Что ты сделала, как только ты его увидела? А что случилось? Мне очень стыдно. А какая разница? Такой диагноз, врач, ужасно, конечно, и страшно. Он мог не выжить. И как черт возьми. Всем привет, меня зовут Мэри Жейн, я из Филиппин. В этом видео я расскажу вам о самом страшном опыте, который я пережила в России. О том, что произошло с моим сыном Аксел, как это все произошло, какой диагноз поставил врач, как прошла наша первая неделя в больнице. Для тех, кто не в курсе, несколько недель назад я выложила в этом видео. Всем привет. К сожалению, мы с Акселем в больнице. И всю первую ночь он пробыл в реанимации. И нам ничего точнее не говорили. Поэтому мы очень сильно переживали, потому что с такой травмой он мог не выжить. Но, к счастью, на следующий день они привезли его ко мне. И врач сказал, что его состояние теперь более стабильно, с положительной динамикой. Но расслабляться пока не стоит, потому что могут возникнуть осложнения. Сейчас ему нельзя ни стоять, ни сидеть, только лежать. К нам тоже не пускают посетителей, поэтому я тоже очень скучаю с детьми. И мужем, конечно, но нам только как передают вещи. И в ближайшие дня я постараюсь постепенно поделиться с вами, что произошло. Но, пожалуйста, проявите терпение, пока я нахожу нужные слова, чтобы объяснить, как я чувствую в этой ситуации. Сейчас нам очень нужна ваша молитва о его скорейшем выздоровлении и тоже силы для нас и его семьи, пока мы проживаем эту непростую ситуацию. И спасибо вам за поддержку, за любовь. Некоторые из вас могут спросить, что именно произошло, но я думаю, я уже рассказала об этом в этой короткой видео. И я хочу искренне поблагодарить всех вас за ваше терпение, за ваше слово поддержки, особенно в этот очень трудный момент для нашей семьи, и еще за то, что вы молились за нас, и за подарки, за донаты, и для всех. И сейчас я расскажу вам, что произошло. Вот этот день мы с детьми были в зале, играли, но Аксел пора было укладывать спать, поэтому я отнесла его к спальне, и все остальные дети последовали за нами. У нас 4 детей. И вот мы начали болтать, смеяться. Они прыгали на кровати. И они все очень шумные, как обычно, когда они все вместе. А потом, когда я уже попросила всех выйти из комнаты, тут же Аксел выбежал из комнаты, потому что он не хотел спать. И здесь ничего особенного, потому что он каждый день так делает. А потом все остальные дети вышли тоже. И я подумала, ладно, не буду заставлять его. Пусть поиграть еще с братьями и сестренкой. Я буду здесь отдохнуть немного. Вот, наконец, тишина. Вот, я лежала с телефоном, сделала пост для соцсети. И буквально через несколько минут я услышала крик от старшей дочери. И сразу же побежала в зале, и они говорили, что Аксел выпал из окна. Я проверила и увидела его там лежит, тихо плачет, не двигался
и просто зовет мама. И оказалось, выйдя из комнаты, он сразу подошел к подоконнику, чтобы посмотреть машины и автобусы, как он обычно делает. Но в этот раз окна было открыто для проветривания. И он, опершись на москитную сетку, и выпал из 4-го этажа на крышу магазинов. То есть это 1 этаж высоты. Вот. Сразу скажу, это было самое страшное время в моей жизни. Когда его привезли в палату после ночного пребывания в реанимации, очень очевидно по его лицу, что он нервничает, и он пытается понять, что происходит вокруг его. Ему связали руки в кровати, чтобы он не мог снять катетеры. У него были катетеры здесь в ключице и тоже для мочи. Как дела? Все хорошо? Лучше чувствуешь, да? А что случилось? Ты упал? Из окна? You fell from the window? Did you push the screen? And then you fell, yeah? What were you doing there? Were you checking the cars? Потом упал. Испугался сильно, да? Да. Ну ничего. Мама тут, хорошо? Будем и здесь пока что. Что ты сделала, как только ты его увидела? Когда увидела его, я почти прыгнула из окна. Ты знаешь, я прям серьезно придумала, прыгать или нет. Потом поняла, я буду сломать ногу, как я могу поднимать его. Ладно, и пошла вниз. Сначала попробовала позвонить тебе. Не получилось несколько раз. Почему ты просто соседей не позвонила снизу? Я не понимаю. Я уже это не думаю. Я думала просто... Хотела сразу попасть в его, а я думала, где-то дверь. Вот третья, и иди в... я не знала, понимаешь? Я просто искала, где дверь. Вот. Поэтому я и пошла третий, второй и первый. Когда первый... как я могу попасть? Почему ты не позвонила просто соседей с этим? Это я уже не думаю. Мне нужно кто-то помочь мне, потому что я тоже не знаю, что делать. Окна точно так, как у нас на крыше. Да. Понимаешь, когда человек в панике, уже не думает, как... Почему лучше не паниковать? Да. Я не паниковала, пока очень паниковала, да? Паниковала. Я не знаю, как объяснить. Мне просто, как Первое, сказать... что надо было сделать, позвонить в двери третьего этажа. Нет, первое мне было надо сделать, позвонить в скорую помощь. А не ты. Звонишь в третий этаж. Как у нас звонки так же. Я поняла. Теперь уже поняла. Вообще-то, когда я первый раз увидела его после падения, у его левая часть в голове, вот здесь, около уха, очень сильно опухший, вот тут большой. Это было очень страшно смотреть, поэтому, когда мы переехали в больницу, ему сразу проверили с помощью аппарата МКТ. Других видимых ран где-то рядом левая нога, но совсем немножко. И еще вот и здесь прям рядом макушка, немножко кровь, но врач сказал, это просто царапина кожи, там ничего не нужно шить или так далее, вот, к счастью. I have Sipan. And Axel laughing at me. Because I have Sipan. Вот наш мальчик улыбается, да? Ты сильный? Сильный мальчик, да? Что там? Пух? Ты покакал? Ничего страшного, я помою. Ты что такое? Love you. Фу. Все, хватит. Фу. Так, аккуратно. Хорошо? Love you. Тебя люблю.
когда я увидела, как он улыбнулся, я почувствовала себе счастье и облегчение, потому что вот этот момент, это было именно что мне нужно, потому что ты знаешь, что он постепенно уже становится лучше. Потом, когда я вышла из здания, не нашла никаких дверка и не поняла, как попасть вот там крышка, 3 этажа. Прям кричала. Вот, помогите, помогите мне. А там дети играют, там бабушка на следующий подъезд, и еще мужчина далеко, ну, недалеко тоже. И они смотрели на меня просто, как будто не поняла, что происходит, да. И прям я кричала: помогите, пожалуйста. Вот мой сын выпал из окна и так далее. К счастью, бабушка слышала меня. Ты выпал, да? Да. Бабушка слышала меня, и она накричала на сантехнику, который там рядом стоит. И вот Не кричала, а крикнула. крикнула, да, крикнула. Кричала. А что, какая разница? Вот, извините, крикнула, она крикнула. И вот сантехник подошел ко мне сразу, и мы сразу пошли внутрь здания, и он сказал, где он, а я объяснила, он попал вот крышка в 3 этаже, и не знаю, как попасть, где там черная крыша. А какая разница? Крышка, то же самое, нет? Крышка это у банки. Окей, крыша. Спасибо мои подписчики, они все умные, они понимают. Короче, и когда он понял, когда сантехник понял, что он где это находится, это место, да, он сказал, пойдем на улицу, вот там, как это называется, пожарная лестница, наружу здания, там есть. Сразу пошел наверх, а мне так, я смотрела, как страшно. Я как, вот так, и как, черт возьми, ну, по-английски, fuck, и пошла. И держала прям крепко, потому что мне так страшно. И вот, и видела, мальчик плачет, и зовет мама, но и еще отцарапал себе тоже. Но сейчас уже нету. Как отцарапаться, понятия не имею. Я просто пошла домой, уже у меня кровь текла, но я не знала откуда. Ну что, потом Баша увидел, потом он взял ребенок, и сантехнику звонил скорая помощь, потому что он первый, ну, пришел к Акслу. В тот первый день со мной в палату он очень много спал, и это очень хорошо. А какой диагноз поставил врач? Врач сказал, что у него сильный ушиб головного мозга и перелом черепа с внутренним кровотечением. Поэтому первую ночь он провел в реанимации. Всю ночь у его состояние оставалось стабильным, поэтому на следующий день перевели ко мне в палату. И потом они убрали вот эти трубки из его носа и посоветовали его дать мягкие пищи. Но когда он увидел, что у меня на ужин рыба, он прям капризничал и плакал. И с его состояния ему нельзя как испытывать стресс. Поэтому, чтобы успокаивать его, да, я дала ему очень маленький, рыба вот такой маленький, но его тоже вырвало. So when you want to vomit, you tell me, okay? When you want to, when you want to do that, you call me, okay? Yeah. And I will catch it. Yeah. No. Yeah, you did that just now, yeah? You vomited? Yeah. Mm. No. Just now. This. Not nice, yeah? Nice. It's okay. You'll be better soon, yeah? Hold your spot. Нет, ну ладно, no. Just play, you wanna play? Okay. Я хотела подбодрить его, поэтому я купила вот этот мягкий мяч и вот паук-трактор, я не знаю, как сказать, трак-паук, в маленьком магазине внизу. О, ты такой сильный. Ух ты, сильный мальчик у нас. Вот, видите, он уже сильный. Где мяч? Вот мяч. Пусть здесь, под мышки. Вот так. Не бросай уже, я устала поднимать. Вот тут. Пусть. Не двигайся.
Они сделали несколько анализов крови, и оказалось, у него травматическая коагулопатия. Не знаю, если правильно сказала или нет. И говорили, что ему надо переливать плазму. И так мы сделали. И почти час после того, они переливали в плазму, я заметила, что у него есть как красные пятна. Я сначала думала, это прям комарные укусы. А потом становилось больше и больше, как будто, как это называется, крапивица. Когда вот крапива ты трогала, да, вот у тебя много красных пятки, вот, выглядит вот так. И вот я сразу позвала медсестру и показала, и они прям непонятно, это что такое. Я сказала, ну вот, возможно, это из-за плазмы, вот, у него какая-то аллергическая реакция. И они говорили, что это маловероятно, потому что если это из-за плазмы, тогда надо же сразу реагировать его систему. Но не было так. Они тоже не поняли, что это такое, откуда и так далее. Потом я думала, может быть, это из-за маленькой рыбы, которую он кушал. Но у него нет вообще аллергии из-за рыбы, поэтому маловероятно. Поэтому, для моего мнения, это из-за плазмы. Крапивница была очень быстро распространена в его тело. Я прям беспокоилась, потому что я боюсь, что он будет анафилакция. Он чесался, плакал. И вот они дали ему лекарство. Может быть, через 10-15 минут вот эта красная пятка становилась меньше и меньше. И он успокоился. И потом заснул. Но когда он проснулся, он сказал это. Fish. Fish. Fish? Yeah. You cannot eat fish. Доктор said нельзя. Врач сказал нельзя пока. В следующий раз, хорошо? Да? Поправляешься? И будем кушать много рыбы. Bear. Да? Чего? Tata bear. А тата? Кто тата? Я? Ten. Я тата? Да. Почему? No. Как мы ездили в скорую помощь, для меня как будто травматично. Вот медсестра сказала, не дай ему спать. Я сказала, почему? Потому что мы не знаем, потому что у него травма головы, мы не знаем, может быть, он засыпает в кому попасть или что-то, мы не знаем. Поэтому вот всю эту дорогу я разговаривала с ним и сказала, ну, не спи, пожалуйста, но он очень сонный. Но вот это слово кома, может он попасть в кому, как будто испугалась меня. Мне страшно, как будто, ты знаешь, как будто вот этот фильм, когда ты смотришь, когда не уходи, не умирай, вот такой я была, вот такой. И я I pinched him, как это называется. Как называется? Я щипала его и трогала везде вот так уши, чтобы он не засыпал. Ну, довольно страшно, конечно. И потом мы приехали в больницу, и он опять вырвал. Да, пока мы ждали еще врач, пока мы ждали, чтобы они сделали МКТ. Ему постепенно хуже становилось. Еще, наверное, его Да. качало в машине, пока вы ехали. Скорость же Ну есть, да, а вот конечно, так вот, резко, и- мы перевернули резко. Вот, сделали МКТ, опять он вырвал там. Вот довольно страшно. И потом они говорили, ну, надо у него, вот после МКТ, они сразу говорили, что у него травма головы, да, довольно серьезно, и ему надо в реанимации. Вот это время я не поняла, что такое реанимация. Я просто, ага, хорошо. Я просто доверяла всем врачам, но, хорошо. Подписала какой-то документ, и потом взяла телефон, переводила, что такое реанимация. Сказала, вот это, да, английский, да, переводила. Ну, вообще-то на английском мы не говорим reanimation, ну, если попасть в вот это место, мы говорим просто ICU, Intensive Care Unit. Вот я слышала ICU, я уже поняла, это опасно, это серьезно. Да. Вот когда я переводила, вот поняла, Я как думаю, это серьезно, реально как можно опасно сказать. было. Реально было опасно. конечно. Да, вот это мне было страшно. И вот говорили, вот он будет там несколько часов. А я думала, они будут отправить меня сразу, через несколько часов, как прям поздно вечером. Я ждала, не спала.
И потом сказали, что он не будет, в смысле, он будет там ночевать один. Я сказала, ну да. Вот, спросила по его состоянию, они ничего не говорили, говорят еще по наблюдению, еще точно ничего. Мам. И вот поэтому меня я не спала вот это ночью, нормально, испугалась, страх. Ну, вот, вообще-то вот это время я прям думала, что, может быть, он умрет. Вот, я уже думала, ну блин, как так можно? И плакала всю эту ночью. И вот проснулась утром рано, и сразу подошла вот медсестра и спросила тоже, можно ли посмотреть его, как его состояние и так далее. И они ничего не говорили. И, ну, ну, ужасно, конечно, и страшно. Вот сейчас я напоминаю, и да, и потом говорила только час можно посмотреть, за час только посидеть, как так за час, вот ребенок плохо себя чувствует, нужна мама, ну он был в реанимации, а потом вот врач сказал, ну ладно, мы можем как его уже постабильно получилось, можно уже в палату. Вот я прям как облегчила чувство. Это было с утра, да? Да, с утра. Да. Да. И потом уже вот лечили постепенно. Сначала он не реагировал, когда он был в палате, прям просто смотрел. Я уже упоминала на своем телеграм-канале, что когда мы приехали в больницу, что у нас ничего не было. То есть никаких одежд, никаких лекарств, никаких документов, ничего. И когда мы собирались уезжать домой скорой, прям Аксел прям вырвала на меня. То есть я прям как вонючая. И до следующего дня, когда муж привезли наши вещи, он прям забыл по моем одежде. Так что мне пришлось купить вот этот маленький магазин, вот эту одежду. Вот это самый маленький размер у них есть. И у нас были неожиданные гости. Я не знаю, кто они, что они делают там, понятия не имею. Но очень здорово. И они очень милые, и Аксел очень нравился. Наша грудючий корм. Давай покормим. Кушали, да? Да. Что они кушали? Ам. Да, собак Папа. кушал? Bubbles. Папа. Не знаю, как по-русски bubbles. Ты знаешь, как? Пузырик. Да. Наверное. Понравился? Прикольно. Когда люди спрашивают меня, что с ним произошло, честно, я не знаю, как отвечать, потому что мне очень стыдно. Потому что я знаю, это все из-за меня. И все потому, что я совершенно забыла, что открыла окно с москитной сеткой для проветривания. Сразу же винила себя. Чувство вина и стыд невозможно выразить словами. Потому что из-за меня я почти потеряла свою сынок. Из-за меня он сейчас страдает. Но когда он убежал от меня, я должна следить за ним. Но я не сделала. И я просто выбрала сидеть в тишине, отдохнуть. Из-за этого он сейчас страдает. И вот поэтому, когда вот люди говорят, вот, Жень, ты такая замечательная мама, я злюсь на себя, потому что я знаю, это неправда. Вот какая замечательная мама забивает, что она открыла окно для проветривания, зная, что там есть маленькие дети. Это не замечательная мама, это просто беспечная мама. И сейчас я вижу его состояние. Мне прям очень жаль. И жалею, что выбрала отдыхать.
вместе следовать за ним. Поэтому, если у вас дети, особенно маленькие дети, всегда закрывать ваше окно и оставляй им открытым. Ну, если открыть, тогда вы должна быть в комнате тоже. Вот, учитесь моя ошибка. Вот смотрите, как он сидит. Вот, зачем ноги ко мне? Мальчик, ты уже устал лежать, да? Да. Хочешь двигаться? Нет? Фу, вонючий. Шучу я. Спасибо. 2, 3. 3. Вот так, 3. Сейчас тебе помогу. Во. 3. 3. 3 little ducks went out one day over the hill and far away. Mommy duck says, quack, 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 quack. But only 2 little ducks came back. Let's count. 1, 2, yeah! Он всегда плачет, когда я оставила его. Но мне очень нужно уже в туалет. Поэтому я сказала, ну ладно, может быть, обнимать вот мое полотенце. И я вернусь очень быстро. И вот он успокоился и ждал меня. Больно. Pain. Кили-кили. Ау. Вот. Зачем много? Нельзя. Подмышка где? Не надо. Я тебя люблю. Я тебя всем. Doctor said you can already move your head if you want. You don't have problem with your neck. And if you feel better, you can start to sit a little bit. And then when you can sit, we can try to stand. And then we can start to play more. Okay? Did you get it? Да. Вот, конечно, все родственники в России, в Филиппинах, в Австралии, они все переживали за нами, особенно за Акселем. И у нас были трудности с видеосвязью с WhatsApp и Telegram с моим родственником. И, к счастью, вот мы нашли способ, вот мы использовали Google Meet, видео более стабильно и лучше. И сейчас через Google Meet тоже становится ужасно. Я не знаю, как могу связаться с моим родственником за границей, если так происходит. И каждый раз, когда мы заканчиваем разговор с родственником, вот Аксел всегда плачет, потому что он не хочет бросать трубку, и он хочет просто поболтать. You want to call Lolo? Yeah. But Lolo is already sleeping. Are you sad? Let's call him tomorrow. Yeah? Lolo. Днем я обычно двигалась в его кровать, чтобы он мог смотреть через окна небо, облака, птицы, самолет. Ему очень понравилось. Упражнение делаем чуть-чуть аккуратно голову, немножко медленно. Ага. Не быстро, медленно. Хорошо? Получше? Да. Да? Ты такой сильный. Да. Так, может быть, ты супергерой? Да. Так, давай вот так, немножко. Ага, аккуратненько. И врач сказал, что ему нельзя качать, трясать, поэтому мне нужно как передумать, как я могу укладывать его спать, пока он не мог сидеть, не стоять. И вот придумала вот массаж. Я сделала массаж его шеи и плечи, и с помощью какой-то музыки. И он как раз и заснул. Ему не нравится этот суп. Ему нравится картошка и просто суп, да? Давай, откроем. Ты издеваешься, что ли? Ты только что ел.
Давай. И самолет идет куда? Аксел на попу. Шучу я, давай. Ну что такое, мальчик? Картошка есть? Вот все, хорошо, молодец. Вкусно? Еще супчик? Пожалуйста. Это тебе надо покушать много. Ухо или нос? Нет, надо с ртом. Рот откроем. Где монстр? Где монстр, Аксел? Монстр, Аксел, кушай, пожалуйста, вот эту картошку. Давай, пожалуйста. Вот так, покажи. Страшный монстр мой, ой-ой-ой. Ты ел? Вот. Мне страшно. Ты страшная или нет? Шучу я. Ешь еще. Аксел, ты где? Покажи, как ты очень сильный мальчик. Вот так, покажи. Покажи рот. Ладно, я все съем. Не работает. Я все кушаю, я все съем. Шучу. Я уже кушаю. Не работает. Все. Пока! Ладно, я все съем. Ладно? Обидно, да? Укол сделала, да? Больно. Бедняжки мой. Все хорошо. А где ты был, когда это все произошло? Люди спрашивают. И на сегодня все. Подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Пока-пока. Саламат по.